смотрю вместе с вами результат такого содержания кур. И это не принесет никакого вреда курочкам. Это неправильно. Яйца у меня есть круглый год. Приехала я в курятник к своим курочкам. Куры живут у меня на даче сами. Я приезжаю к ним один раз в несколько дней. И вот моя Маруся, которая кушает яйца в курятнике. Видели? Прозевала, когда я приехала. Маруся, яйца вкусные? И в своих видео я показываю все, что делаю в курятнике. И, конечно же, показываю результат такого содержания кур. Это яйца. Яйца в гнездах. Собираю яйца, кормлю птицу, ухаживаю за ней и уезжаю. Снимая свои видео, я ни в коем случае никого не учу, а просто показываю все, что делаю сама в курятнике. И кому будет интересно, можете посмотреть. И если что-то пригодится вам из моего опыта, мне будет очень приятно. Вода выглядит вот так, когда я приезжаю. Воду в мороз я оставляю в помещении курятника, чтобы у курочек была вода. Но если есть снег в вольере, то куры пьют снег вместо воды. А вот так выглядит вода в курятнике, когда я приезжаю. Сейчас я мою все ведра и наливаю им чистую воду. А во втором вольере, смотрите, как это может быть. Вот так. Миску перевернули. Здесь я оставляла им гарбуз. Съели полностью. Смотрите, даже шкурки нету. В прошлом видео показывала, как оставляла здесь, чтобы они его не переворачивали. Съели полностью. Здесь, смотрите, кто-то спит. И, кстати, могли из этого гнезда это яйцо выгребти. Но, конечно, если бы оно упало с такой высоты, и еще пол у меня плитка, то, конечно же, разбилось бы. Скорее всего, может быть, даже какая-то курочка и снесла в подстилку яйцо. Забираю. Иду за корзиной и соберу все яйца. В гнезда заглядывать сейчас не буду, для того, чтобы интереснее было собирать яйца. Иду за корзиной. И вот смотрите, курочка сидит в гнезде, и пластиковое яйцо она не собирается греть. Ой, там выглядывают яйца, надо идти срочно за ведром. Наверное, не помещаются в гнезде. Сидит как купчиха. Взяла корзину, иду собирать яйца. Обычно я собираю в ведро, но так как я не знаю, сколько яиц в гнездах, я не смотрела. Поэтому беру сегодня корзину. Идемте. Заходим в курятник. Первый вольер по сбору яиц у меня у старых кур. Здесь куры разных возрастов, разных помесей. В основном это помесные курочки. И есть несколько чистопородных. Ломан Сэнди и курочка Маран. Заходим в курятник. Мороз. На улице очень холодно.
Двери закрываю обязательно, чтобы мороз не запускать в курятник, помещение курятника. Потому что куры здесь греются. Здесь тепло. В курятнике еще порядок не наводила. Соберу яйца и потом буду уже смотреть, где нужно заменить подстилку, где надо принести еще корм. Это будет после сбора яиц. А сейчас смотрю вместе с вами, сколько яиц несли мои куры. Они живут у меня на даче сами и несут яйца в эти гнезда. Конечно, чем больше дней отсутствия в курятнике, тем больше потерь. Когда я сюда зашла, вы видели, выбежала отсюда кошка. И кошка может забрать яйцо даже из этого яйцесборника. Но сделать ей это можно только тогда, когда яйцо задержится на мусоре в самом гнезде. Вот курочка сейчас несет яйцо. И если в этом гнезде грязно, мусор, то яйцо так и останется лежать. Оно не скатится. И придет моя кошка и яйцо скушает. И сейчас будем собирать яйца и посмотрим, что же она тут съела. Я так думаю. Ой, смотрите, какое большое. Смотрите, бедная курочка. Смотрите, оно даже вот видно. Большое яйцо. Это ненормально. И посмотрите, какое оно помятое. Это уже какое-то нарушение в яйцеводе. Надеюсь, вам видно. Видите, по центру яйца помятость. Потому что оно очень большое. Дальше что у нас тут? Сразу обращаю внимание на яйца, которые лежат ближе к двери. Дверь у меня вот такая самодельная. Дверь со всегда открытым лазом. И, естественно, в сильный мороз здесь могут немножко подмерзать яйца. Но, судя по яйцам, все было отлично. Веник с крапивой, смотрите, съели весь. Надо заменить. Соберу яйца. И уже потом буду ходить, смотреть, где что нужно сделать в курятнике. В своих видео я показываю все, что делаю в курятнике, когда приезжаю. И, соответственно, потом, когда делаю обход по всему курятнику, я смотрю, что нужно сделать срочно, что можно сделать потом, а что можно совсем не делать. И это не принесет никакого вреда курочкам. Ну, вы видите, что она сделала? Вот как можно для кур ставить обычные гнезда? Вот они будут лежать в обычном гнезде, и все, их не будет. Скорлупа твердая. Ничего не повредило яйцо. Ой, какие крупные яйца, смотрите. Огромные. Огромные, смотрите. Вот, вот яйцо, вот. Такие яйца на инкубацию не годятся. Ни в коем случае такие яйца огромные не инкубируйте. Ну все, она поняла, что здесь есть яйца. Она отсюда теперь не уйдет.
Так, что там у нас? Вот хочется мне поднять эту крышку и собрать яйца вот так. А, смотрите. Вот яйца, которые съела кошка. Видите? На мусоре они задержались. Она их... Ну, давай, спрыгивай. Спрыгивай, мы рассмотрим получше. Подниму эту крышку, зафиксирую. Смотрите, видите? Потому что если бы это кушали куры, они бы скушали бы и скорлупу яйца. А так кошка аккуратненько съела яйцо, то, что она делает у меня за пределами вольера. А сейчас ей даже не пришлось выносить яйца. Она прямо сидя в гнезде его съела. 2 яйца. Так. И быстро собираю, чтобы навести быстренько здесь порядок. Смотрите, какое огромное яйцо. И оно уже вот не скатывалось уже с гнезда. И сейчас здесь сидит курочка, несется, смотрите. Это та, которая несет у меня зеленое яйцо. Помесная с петухом Амераукана. И, естественно, вот ее яйцо, смотрите. Вот оно. Вот такие вот яйца несет эта курочка. И сейчас это яйцо может не скатиться. И вот такие куры, которые любят тоже яйца, может скушать его. Поэтому спешу быстро собрать и быстро навести порядок. Смотрите, уже на помете не катится яйцо. Поэтому иногда стоит даже в курятник приехать не по графику, приехать, если есть возможность, пораньше и сберечь какой-то десяток яиц. Потому что знаю, что у меня есть такие куры, которые несут яйца и под гнезда, вот здесь в подстилке. И, наверное, десяток я их точно теряю под гнездами. Но я уже согласилась с этим. Пусть кушает кошка. Хватит мне и этих яиц. Кур я держу для себя, для личного потребления. Поэтому вот, видите, сколько помета. Вот поэтому эти яйца не скатились. Пришла кошка и яйца спокойно съела. Дальше здесь гнездо. Это гнездо у меня под гнездами стоит, под моими. Но оно тоже с яйцесборником. И тоже должно спасать несколько яиц, которые куры несут именно вот сюда. Что здесь у нас? Есть 3 яйца. И смотрите, какие они одинаковые. Это какая-то одна, причем курица сюда несется. Смотрите. 3 одинаковых огромных яйца. Очень красивые 3 яйца. Все. В этом гнезде яйца собраны. И еще у нас есть гнездо. Оно находится на 2-м ярусе. И здесь гнезда с вот такой вот дыркой. Вот. И сюда несутся некоторые куры, которые любят высоту. Так, смотрите. 2 яйца тут. А здесь даже на помете не захотели скатиться. Вот так вот лежат еще 2 яйца. Так, есть. Все, идем дальше. Соберем яйца во 2-м вольере.
И спешу, очень спешу, потому что мало времени, нужно много сделать. В курятник я приезжаю на несколько часов. И мне надо все успеть сделать. Идем с вами во второй вольер. Закрываю двери за собой. Чтобы не выпускать тепло из курятника. Если помните, здесь у меня 4 гнезда, в которые застелена солома. Хотя это гнезда с яйцесборниками. Но в одном из гнезд я убрала солому, чтобы курочки туда неслись и яйца скатывались в яйцесборник. И вот сейчас мы посмотрим, какой тут результат. Вот, смотрите, соломы нету. И теперь я открываю яйцесборник. И смотрите, яиц тут тоже нету. Вот так. Это то, что я вам всегда рассказываю. Если вы поставите гнезда с яйцесборниками, то в помещении курятника не должно быть никаких других гнезд. Тем более с соломой. И теперь я предполагаю, что все яйца они снесли именно в гнезда, где есть солома. Боже мой, сразу 2 сидят. Вот так. Минус одно гнездо с соломой. Заперлись вдвоем. Так, ладно, оставим их в покое. Соберем здесь яйца. Помните, здесь сидела курочка, уже ушла. Я теперь предполагаю, что все яйца... Смотрите, вот такое яйцо вишневое. И я теперь предполагаю, что все яйца они нанесли именно в эти гнезда. Вот вам и эксперимент. Если убирать солому, приучать кур к этим гнездам, то нужно убирать всю солому во всех гнездах в один день. Сразу, кардинально. Я этого не делаю сейчас, потому что не хочу стрессовать сейчас курицу. Пусть немножко будет меньше яиц. И потом я уберу всю солому, и они будут нестись в эти гнезда с яйцесборниками. Так, в следующем гнезде сидит одна. Ну, наверное, она не снеслась еще. Сейчас я хочу тогда соберу в верхнем гнезде. В верхнем гнезде. О, вы заметили, с какой скоростью летело это яйцо? Это неправильно. Яйцо не должно так быстро скатываться, потому что оно ударяется о другое яйцо, которое уже лежит в яйцесборнике, и, естественно, разбивается или на нем будет трещина. Почему это произошло? Потому что я выдвинула яйцесборник, и он, видите, опускается. Он делает больше наклон. Когда он, а еще если сильнее вытянуть, он еще больше делает наклон. То есть в закрытом состоянии такого сильного наклона в этом яйцесборнике нету. И яйцо катится с такой скоростью, что оно не ударяет яйцо, которое уже лежит в яйцесборнике. Это очень важный момент, про который я хочу, чтобы вы обратили внимание, потому что знаю, что очень многие сейчас делают такие гнезда. Поэтому не думайте, что когда я открыла яйцесборник и полетело с такой большой скоростью яйцо, оно не катится в закрытом состоянии так быстро. Оно катится с нормальным уклоном. Поэтому яйца все в моих яйцесборниках целые. Все, здесь так. Это нужно убрать. Ну что, будем где-то здесь, наверное, забирать яйца.
Потому что сюда я и не доберусь. Так, ну показывай. Показывай, что там у тебя. Ого! Смотрите, сколько коричневых. Видно вам? Буду забирать по мере поступления. Смотрите, какие огромные. Классные яйца. Это несут куры вот эти черные. Это курочка доминант Dark Shell. И несет она вот такие вот огромные яйца. Уже эти куры разнеслись, но у них практически и сразу были крупные яйца. Я бы не сказала. Ну, давай третья еще лезь. Третья идет. Вы видели? Так, все. Еще здесь будет яйцо. На улице мороз. Эти куры очень хорошо несутся даже зимой. Смотрите. Показываю вам все, как есть у меня в курятнике. И показываю, что делаю для того, чтобы собирать вот столько яиц. И стараюсь так делать, чтобы у меня яйца были круглый год. Чтобы всегда собирать яйца. Больше, меньше, но чтобы всегда были яйца. Это самое главное в содержании кур. Чтобы не было такого, что яиц совсем нету. Классные какие, смотрите. Вот размер можете увидеть в сравнении со светлым яйцом. И, кстати, оно не зеленое, а должно быть зеленое. Потому что это доминант чубатый, который несет зеленое яйцо. Оно почему-то стало белое яйцо. Это у кого-то брак. Проверю, все ли я забрала. Вроде бы все. Посмотрите, где пластиковое яйцо. Вот. Вам видно? Куры все понимают. Куры все прекрасно знают. Где яйцо настоящее, а где яйцо неживое, пластиковое. Но для привлечения... Так, я слышала, где-то яйцо снеслось. Но как для привлечения, для указания, куда пути, куда нести яйцо, эти пластиковые яйца отлично работают. Ну и так как курочка сидит, несется, я ей положу ее яйцо. Пусть сидит на яйце. Не будем ее обманывать. Так как я собираю яйца сразу, когда приезжаю, и у меня мало времени ждать, конечно, можно было бы и подождать, прийти потом, собрать яйца здесь. Но у меня такого времени нет. И собираю я яйца сразу и все в корзину. Поэтому будем сейчас и здесь забирать. Может быть, мне эту курочку посадить в соседнее гнездо? Или так забирать? Смотрите, сколько здесь яиц. Ой-ой-ой, смотрите. Здесь яйца и за это гнездо, и, наверное, и за это гнездо. Давайте буду забирать. Вот это да. Так. Смотрите, сколько. 3 яйца и 3 разных цвета. Какая красота, смотрите. У некоторых кур чубатого доминанта, смотрите, яйцо становится темнее с возрастом, с временем яйценоскости. А есть такие курочки чубатый доминант, у которых яйцо становится светлым и мелким. То есть, видите, от чего это зависит, решайте сами. Хотя куры одинаковые.
Еще вот, смотрите, видите, какое яйцо? Вот оно должно быть зеленое, а оно здесь совершенно не зеленое. Вы меня, конечно, извините, но я яйца буду забирать, потому что мне нужно очень быстро это все сделать. Какие красивые, разноцветные. Давайте еще. Так, тут еще есть. Еще есть. Хорошо, что взяла корзину, а не ведро. Еще есть. Так. И там вторая, смотрите, под себя нагребла. Ага, резиновая не забрать бы. Но есть и у чубатого доминанта Чехии тоже крупные яйца, смотрите. Тоже есть. А ну-ка, смотрите, что тут происходит. И по всей вероятности, я так предполагаю, что как только наступит тепло, кто-то из этих курочек заквокчет. Это вполне вероятно. Все, вроде бы все яйца забрала. Еще раз проверю. Скажи, жадина, хватит тебе яиц, у тебя уже полная корзина, все забрала у нас. И положу им яйцо. Все, сиди на своем. Есть. Еще одно дать? Ну, на тебе еще одно. На. Мне не жалко. Сиди. Вас же двое. По одному на каждого. Все, неситесь. Если снесете до того времени, когда я буду уезжать, я еще заберу и эти яйца. Вот так. Вьет гнездо. Только потеплеет, заквокчут эти куры. Иду дальше. Собирать яйца дальше иду. Проверю. Может быть, не заметила. Смотрите. В это гнездо яйца куры не снесли. Если есть гнезда с соломой, то в яйцесборник, в гнездо без соломы, курочка не снесла яйцо. Иду дальше в третий вольер. А у меня уже, смотрите, какая красивая пасхальная корзина. Корзина пасхальных яиц. Красота. Идемте дальше. Не хочется даже выходить на мороз. Здесь так тепло, а на улице холодина. Третий вольер, в котором у меня живут куры, которых я взяла для того, чтобы иметь белое, белоснежное яйцо. И говорят, что в таких яйцах самое большое содержание кальция. Поэтому здесь у меня несутся курочки легорны. А к вам дойдет очередь потом, в самую последнюю очередь. Смотрим, что у них тут. Тут сейчас сам пик яйценоскости. Это на яйцах сидит не легорн, это ломан Сэнди. Эти курочки очень хорошо отличаются от легорнов. Их можно отличить. И по цвету пера, смотрите, они как бы такие, даже с желтизной перышки. И вкрапление черных перышек есть. А легорн абсолютно белоснежная курица. Белого цвета. А ломан Сэнди вот такая.
Сейчас соберем здесь. Что ты хотела? Что ты хотела? Ой, видите, спугнули Ломан Сэнди. Или я спугнула, или это курица. Кто-то из нас помешал. А так бы было еще одно яйцо. Ну тут, смотрите. Ну-ка потрогаю. Нет, она не снеслась. Все холодные яйца. И вот по этим яйцам тоже можно посмотреть, не замерзли ли яйца. Мороз был минус 13. Ой, смотрите, какая-то курочка вынеслась. Если в этом яйце один белок, значит, эта курица вынеслась. Белые, красивые. Этих кур я взяла себе для того, чтобы иметь вот такое белоснежное яйцо. Делали такие кормушки, видите, со скатом, чтобы эти куры не могли там стоять. Они все равно умудряются стоять на этих кормушках. Все проверила, все ей понравилось. Так, в этом гнезде все. Это гнездо у меня работает как с дыркой. И здесь яйца, по идее, должны быть здесь. А ну-ка, что-то есть. Что-то есть. 4 вижу яйца. Еще 2. Красота. Все. В этом гнезде все. Будем смотреть здесь. Что здесь? Ага, здесь столько. Здесь 5 яиц. 5 и одно пластиковое. Все. Вот практически яйца с этого вольера у меня вот здесь с краю сложены. Так, все, яйца собрала. И вот хорошо видно, сколько яиц снесли мне курочки в 3-м вольере. Вот такие вот белоснежные красивые яйца, ничем не хуже вот таких цветных пасхальных. Вот она, Ломан Сэнди. Она хочет снести яйцо. Видите, черные перья? Это не грязь, это перья. И вот этими черными перышками отличается Ломан Сэнди от Легорна, который абсолютно белого цвета. Ну и наконец-то дошла очередь и до вас. Сдавайте яйца. Забираю. Сдавай, сдавай. При мне еще скушай его. И еще здесь где-то было яйцо. А ну-ка, отойди-ка. 2 яйца. 2 яйца. Больше не вижу. И зрители видели вот это яйцо. Это пластиковое яйцо. Оно лежит для привлечения, чтобы куры знали, что нужно нести яйца. Здесь еще может быть где-то в подстилке быть яйцо. Ну, пока не вижу.
Буду наводить порядок и, может быть, что-то обнаружу. Если будут еще яйца, то обязательно вам покажу. Все, заходите. Заходите, я быстренько бегу наводить порядки везде. Давай, выходи. Выходи. Вот такие красоточки. Видите? Это легорн. Все. Яйца собраны. И еще у адлеров. У адлеров и посмотрю в теплице. Может быть, что-то и там будет. Ну, конечно, в теплице навряд ли. Потому что в теплице в мороз холодно. А холодно — это значит снижение яйценоскости. А это вознаграждение. За хорошую работу привезла им хлеб. И получают размоченный в холодной воде хлеб. За то, что хорошо снесли яйца, получают вкусняшки. Ого, ты не лопнешь? Старая курица. Ого. А так вы ели хлеб когда-то? Видели такое? Наверное, она сейчас очень довольна. Но я такое не разрешу. Выходи с ведра. А ты снесла яйцо? Сидела в гнезде. Надо пойти забрать яйцо ее. Всем даю хлеб. Кушай. Меня спрашивали про воду в теплице. Вот смотрите, вода в мороз в теплице. Сейчас ее поменяю, поставлю им чистую. У меня две теплицы. Это теплица, в которой находятся шелковые курочки. Более качественно сделана. Она более герметичная, и поэтому здесь вода вот в таком состоянии. И это в мороз. В мороз на улице. И даже если вода немножечко сверху подмерзнет за ночь, то днем, особенно если выйдет солнце, то вода сразу в ведрах оттаивает. Днем она оттаивает, а ночью, конечно, может немножко прихватиться. Но вот сейчас я вам показываю, я приехала вот в таком состоянии ведра в теплице у шелковых курочек. А в теплице у индюков здесь теплица более старая, и она
немножко не такая теплая, как вторая теплица. И поэтому здесь вода может немножко прихватываться. Но сегодня вот в таком состоянии вода. Если будет очень холодно и вода будет замерзать в теплицах, я этот процесс всегда контролирую и вижу, когда приезжаю, то в таких случаях я оставляю в ведрах снег. Снег для птицы оставляю прямо в теплице. Но сейчас этого делать не нужно. Днем выходит солнышко, и если даже прихватится вода, то она размораживается. И вот в таком состоянии ведра у индюков. Это при том, что ночью было минус 13, минус 10, минус 13. А днем, конечно, немножко теплее. Минус 7, минус 6, минус 5. А для теплицы это оптимально, это хорошо, это нормально. Вода у птицы при такой температуре есть. Воду поставила чистую. Все ведра помыла. Пришла убирать в курятнике. И смотрите, вот оно. Это яйцо, которое несет вот курочка, которую я вам показывала, помесная с амерауканом. И, кстати, петух у меня тоже помесный с амерауканом. Он у меня тоже носитель гена голубого яйца. Петух был амераукана и моя обычная чубатая курочка. И получился вот такой петух. А вот такого цвета несут уже яйца, которые от помесных кур с петухом амераукана. И, кстати, меня спрашивают, почему я яйца кладу в карман. А потому что мне удобно. Вот я положила сейчас яйцо в карман и продолжаю работать. И продолжаю убирать в гнездах, потому что я пришла наводить порядки. И здесь сейчас будет яйцо. На свое любимое место пришла. А я еще гнезда здесь не убрала. Здесь еще пока грязно. Приготовила тачку, лопату. И буду сейчас убирать в курятнике. Насесты у меня съемные. Вот так вот легко убираются. И можно здесь все убирать. Очень легко. У меня есть возможность эти насесты вынести из курятника. Они вот на таких кронштейнах. Но я их не выношу. Я вот так один на один складываю в одну сторону. И мне спокойно можно сюда заходить. И вот это место все вычищать и убирать. Скоро уже весна, и вот эту подстилку из курятника я уже не вожу в огород. Я ее складываю возле теплиц и буду готовить теплицы к посадкам для этого года. Как я готовлю свои теплицы, можете посмотреть, у меня есть видео. Для этого нужна подстилка из курятника, солома с пометом куриным.
везу к теплицам. Но высыпать буду не в теплицу, потому что у меня там сейчас куры содержатся, а где-то рядом. Когда застилаю чистую солому, куры это любят. Они сразу приходят гребти здесь. Это им нравится. Только единственная ошибка, что я сначала принесла воду, видите, а потом перестилаю. Надо делать наоборот. И теперь вода вся вот в соломе. Это, конечно, не страшно, солома чистая. Вот так вся вода в соломе. И теперь рассыпаю на этот тюк. Тоже немного свежей, чистой насыплю. Они любят там сидеть. Сильно много не надо. Лучше я в следующий раз подсыплю еще сверху. Потому что менять подстилку каждый мой приезд, это нет смысла это делать. Смотрю по мере необходимости. Чем холоднее, морознее на улице, тем быстрее пачкается в курятнике. Потому что куры прячутся от мороза. В курятнике, естественно, здесь в основном и гадят. А чем теплее на улице, тем реже надо убирать в курятнике. Потому что куры в основном находятся на улице и гадят именно на улице. А в курятник заходят только ночью. В курятник заходят только вечером. Я так и знала. Буду убирать подстилку у бройлеров и найду еще яйцо. Еще яйцо есть. Было в подстилке. Забираю в карман. И вот так вот яйца попадают у меня в карман. В процессе работы. Это очень удобно. Спрятала и продолжаю работать. Не всегда оно, конечно, остается целым, но будем стараться. Потому что носить с собой ведерко это не очень удобно. И яйца адлеров серебристых. Будем смотреть. Все. Вот, смотрите. Видите? Видите? Курочка несется. Она присаживается к петушку. Скоро весна, будет у вас петушок. Пробираюсь к яйцам. Смотрите. Так, сколько тут? Сколько тут яиц? Молодцы! 4, 5, 6, 7. Опять 7. По-моему, в прошлый раз тоже было 7.
Забираем. Прибежала бегом, прибежала. Яйца забирают. И загружаю их в карман. Но их сразу отнесу. Не переживайте, яйца сейчас отнесу. Сразу отнесу. Постараюсь их не разбить. Скучаете, да? Скучают курочки. Сами здесь сидят. Потеплеет, переведу вас в курятник. Кормовая ракушка. И, кстати, если помните, оставляла капусту, нету вообще даже намека на то, что здесь была капуста. Скушали всю. Сегодня еще оставлю им. А возможно, сегодня дам буряк. Потому что своим курочкам сегодня планирую давать буряк. Вот почему я люблю длинные буряки. Всегда сладкий и всегда темно-бордовый. Буряк таунус. Есть очень много видов длинных буряков. У меня есть видео с названиями всех сортов. Буряк – это сочный корм для кур. Для того, чтобы куры не жирели, овощи в рационе кур обязательные должны быть. Зеленая трава, сено и овощи. Это могут быть разные. Буряк даю в сыром виде. Так, здесь этого хватит. Иду в следующий вольер. Я вам рассказывала, что процент яйценоскости кур правильно считать у кур, которые одного возраста. Это вот так вот у меня во втором вольере и частично в третьем вольере. Тоже куры одного возраста. Но никогда не забывайте про то, что если курочки одного возраста, то наступит такой момент, когда они все абсолютно перестанут нестись. И 2-3 месяца будут отдыхать. И яиц у таких кур в вольере одного возраста
не будет совершенно. Вот поэтому у меня куры разного возраста содержатся в первом вольере. Для того, чтобы все время было яйцо. Одни курочки отдыхают, а другие несутся. А у таких кур это невозможно. Они несутся все продуктивно, одновременно. А потом все одновременно идут все вместе отдыхать и перестают нестись. И этот момент тоже нужно учитывать при формировании кур. Если хотите яйцо иметь круглый год, то и куры у вас должны быть разного возраста. Поэтому у меня здесь все куры разного возраста. Кто-то отдыхает, а кто-то несется. И потом наоборот. Та курочка, которая сейчас отдыхает, начнет нестись или весной, или летом. И поэтому яйца у меня есть круглый год. А рассчитывать на этих кур нельзя. Держать вот так вот кур только одного возраста, это наступает такой период, когда яиц не будет. И 2-3 месяца курочка будет уходить в линьку. То есть будет отдыхать. А я пришла посмотреть гнезда. Конечно, смотрите, свеженькие снесли. Еще теплые. Теплые. Ну и 2 я, помните, сама положила. Забираю. 2 яйца снесли, и 2 я им оставляла. Молодцы. А в этом гнезде еще сидит. Ты снеслась уже? Одно яйцо я тебе оставляла. Есть, смотрите. Есть. Одно оставляла, одно, смотрите, мокрое еще. Вот она только-только его снесла. Молодец. Молодец ты, курочка. Все, надо уже уезжать. И на дорожку. Здесь курочка ушла. И должно быть яйцо. А ну-ка, есть.
Вот оно есть. Розовое красивое яйцо. А пришла я сюда не только за яйцом, а закрыть гнезда. И можно будет ехать домой. В курятник я приезжаю на несколько часов. Кормушки у кур полные, вода есть, гнезда есть. И можно спокойно ехать домой. Все у курочек есть. И надеюсь, что им будет тепло. Все чисто, сухо. И значит, им будет здесь тепло. И третий вольер мне на дорожку постарался. Смотрите. Руки у меня в буряке. Ничего страшного, все отмоется. Ой! Смотрите, какая красота. И здесь еще есть чистенькая, свеженькая. Курочка снесла яйцо. Следующая придет, лапкой толкнет, и оно упадет сюда, в эту дырку. И будет в яйцесборнике. Это забираю. Еще одно. Закрываю гнезда и еду домой.